Да правильно мне люди в комментариях пишут. С хорошим мясом, с вырезкой, с курдюком. Любой дурак хороший шашлык приготовит. Вот ты попробуй приготовить хороший шашлык из чего-нибудь, что стоит копейки. Из легких, из почек, в крайнем случае из сердечка, печени и самого простого мяса. Есть в азербайджанской кухне такой рецепт. И называется он хан-кебаб. А меня зовут Сталик Ханкишиев. Знаете, вот эти овощи, очень полезные овощи, можно переложить куда-нибудь, а потом поставить в печку, как только она прогреется. А будете готовиться к пикнику дома, в своих квартирах, поставьте в духовку. Все получится точно так же вкусно. Вот сердечко и остальные продукты придется порезать очень мелко. И это в данном рецепте самое сложное. Внутри сердца, хочешь или не хочешь, могут остаться сгустки крови. Ничего страшного. Уберите их. Но я хотел бы поговорить о названии этого блюда. Судите сами, блюдо готовится из того, что обычно отдавали простолюдинам. Ханы, печень, сердце, легкие, селезенку – все это не ели. Ханам давали чистое мясо. Так почему же его назвали хан-кебаб? Ответ на этот вопрос я нашел в якутской кухне. Дело в том, что якуты тоже тюркоязычный народ. Так вот, у них подобное блюдо называется каан. А слово каан, ган, кон во всех тюркских языках обозначает именно кровь. То есть когда-то вот этот самый хан-кебаб был именно что разновидностью кровяной колбасы. Совершенно очевидно, что этимология и азербайджанского названия восходит именно к слову ган, что означает кровь. Но со временем, когда азербайджанцы приняли ислам, употреблять в пищу кровь они перестали. А это блюдо оставалось по-прежнему любимым. И вот именно тогда его переименовали в хан-кебаб. Чтобы немного украсить мою версию азербайджанского хан-кебаба, я добавляю в нее хорошую, чистую баранину. Только мякоть. Режу точно так же, мелкими кубиками. Но печь есть печь. Вы бы знали, как это вкусно пахнет. Осталось почистить овощи и порезать. Нежирное вкусно не бывает. Если курдюк порезать мелко-мелко, даже те, кто не едят курдюк, не узнают, что он там есть. Просто скажут: ой, как вкусно. Мелко нарезать курдюк – не проблема. Вот вы попробуйте мелко нарезать печень. Вот этот дрожащий, очень нежный продукт. Да мало того, что нарезать, с него же еще и пленку надо снять. Так печень получится нежнее. Понимаете, вроде бы и пленки-то этой убрать всего ничего, а результат получается гораздо лучше. Желчные протоки, разумеется, тоже убираем. Они нам ни к чему. Ни к чему все то, что может застрять между зубов. Будем оправдывать новый смысл азербайджанского названия. Хан-кебаб, приготовленное так, что и хану подать не стыдно. Ну вот и все. Порезано так, как надо. Осталось овощами заняться. Я знаю, что многие готовят, не добавляя овощи. А некоторые готовят с сырым луком. Вы попробуйте приготовить именно с запеченными овощами. Вы увидите, насколько нежнее, вкуснее, ароматнее получается хан-кебаб.
А еще могу сказать вам, что печень, которая является просто обязательным ингредиентом хан-кебаба, отлично сочетается с кинзой. Вы знаете, какой вкусной бывает летняя кинза, выросшая в открытом грунте, под солнышком. Ну вот и все. Начинка для хан-кебаба готова. Осталось приправить и перемешать. Ну, в первую очередь соль. Обратите внимание, здесь примерно 2 килограмма продуктов, в основном мясных продуктов, поэтому 2 неполные ложки соли. Многие говорят, слишком сильно ты солишь. Ну, попробуйте посолить так, как я, и убедитесь, что это очень вкусно. И именно соль раскрывает вкус основных продуктов. Но в аккорд печени и кинзы просится третья нота. Это черный перец. Черного перца кладу чуть больше пол-столовой ложки. Примерно вот столько. Здесь уже есть кинза. А кориандр – это молотые семена кинзы. Я считаю, что ей то же самое место в этом фарше, в этой начинке хан-кебаба. Раз есть болгарский перец, значит, не помешает добавить еще и красный перец, остренький, совсем чуть-чуть, только для аппетита. Ну и горные летние травы, пусть даже сухие. Здесь чабрец, здесь какие-то цветы, названия которых я даже и не знаю. Но все это так вкусно пахнет. Это так хорошо подойдет для хан-кебаба. Добавляем щедро. Добавляем, может быть, 1 ложечку, а то и 2. И все тщательно, очень аккуратно перемешать. Вы знаете, как по мне, так это уже потрясающе вкусно выглядит. Но вы бы знали, как вкусно получится, если завернуть это великолепие в сальник, в сеточку, которую многие мясники за неимением спроса просто-напросто выбрасывают. Девают бог знает куда. Нарезаем сальник примерно одинаковыми квадратиками. Вот так. Хорошо. И пара ложечек фарша. Добавлю еще чуть-чуть. Заворачиваем в аккуратненький конвертик. И нанизываем на шампур. Глаза боятся, руки делают. Оставшийся сальник в перетопку. Ничего не должно пропадать на хорошей кухне. И все готово. Осталось огонь развести. А точнее, уголь. Уголь разогрет, мангал готов. Начинаем жарить. Я говорил об этом десятки раз, что уголь считается готовым, когда он весь покрыт белым пеплом, как бы посидел. Разбиваем его на куски примерно с грецкий орех и равномерно распределяем по мангалу. У того, кто хочет приготовить хороший шашлык, в руках должна быть кочерга. В другой руке пусть будет опахало. Но и где-то под рукой должны быть щипцы. Иногда могут понадобиться. Ну а сейчас все хорошо, и можно начинать жарить шашлык. Хан-кебаб. Обратите внимание, пока я не поставил на мангал кебаб и пока в уголь не начал капать жир, ни одной струйки дыма не поднималось. То есть весь дым в мангале должен образовываться не от угля, а именно от капелек жира. И этот дым пропитывает своим запахом, своим ароматом шашлык, кебаб. И получается то, что невозможно повторить ни в какой духовке. Даже в печи получится, но не так. Я никогда не заполняю весь мангал шампурами. Мало ли чего, жир – это горючее. Капнет в уголь, вот она и загорится. Посыпать уголь солью, песком, другими негорючими материалами, поливать водой из бутылки – все это немного неправильно. Правильнее всего, если не вспыхнет,
Ну, а если так получилось, что вспыхнуло, ничего страшного. Перекладывайте шашлык туда, где не горит, и подождать недолго, пока не успокоится. Уголь у меня сегодня очень жаркий, поэтому оболочка краснеет очень быстро, и ничего в этом страшного нет. Внутри приготовится. Но если кто-то волнуется, а будет ли хорошо готово или нет, у меня для вас припасена одна замечательная идея. Ну полюбуйтесь, как оно. Красиво, замечательно красиво. Пусть со всех сторон равномерно подрумянится. Обратите внимание, что жир у меня пока что ни разу не вспыхнул. Все потому, что уголь я раскладываю строго по периметру мангала, и жир капает на металл, где угля нет. При этом шашлык жарится идеально равномерно. Вот что означает хорошее знание геометрии, физики, термодинамики и немного интегрального исчисления. Я не шучу. Посчитать все процессы, которые происходят на мангале при помощи математики, довольно сложная задача. Но мы только тогда можем сказать, что мы знаем этот предмет основательно, когда можем описать все процессы при помощи цифр и чисел. Все, снимаем. Первый этап приготовления хан-кебаба по моему рецепту закончен. Сейчас вас ждет второй. Приготовьтесь удивляться. Я по профессии не повар. Я автор кулинарных книг. И это моя 11-я книга, самая новая из типографии. Давайте сначала рассмотрим обложку. Название «Земля, душа и еда татар» вполне отображают содержание книги. Обычно ведь на обложке полагается изображать, я не знаю, какую-то еду. А здесь ни одного блюда. Но зато здесь есть целых 2 QR-кода. Наводим камеру смартфона на QR-код, и открывается замечательный татарский танец. И не просто танец, а демонстрация самых главных, знаковых татарских блюд. Сметливым людям сразу должно быть понятно, что и все рецепты в этой книге тоже имеют QR-код. И в конце концов начинаем рассказ о татарском народе. Женщина, которой 83 года, из них 70 лет она готовит одно и то же, только катык. Знаете, что такое катык? Вот прочитайте книгу, узнаете. Здесь есть блюда, которые уже начали забываться в татарском народе. Благосостояние народа выросло, и поэтому люди перестали готовить некоторые, очень простые блюда. Но, тем не менее, они очень вкусные. И забывать их нельзя ни в коем случае, потому что это достояние татарского народа. А тем временем мы готовили чахчак. Чахчак – это настолько знаковое блюдо, что чахчак пришлось готовить дважды. Потому что в Татарстане все готовят чахчак по-разному. И рассказываем о чахчаке, который дома приготовить, например, невозможно. Но это то, что следует привезти из Татарстана. Потому что, прочитав эту книгу, вы рано или поздно захотите посетить Татарстан. И у вас возникнут вопросы, а что привезти из Татарстана? В книге об этом рассказано. Если уж что-то непонятно, у вас всегда есть QR-код. Конечно, рецепты, книга, вообще говоря, должна прежде всего вдохновлять людей. Вдохновлять на приготовление этих блюд. Для этого требуются вот такие фотографии. Каждую ниточку скатерти, каждую крошку сахара видно на наших фотографиях. Полюбите, какая фотография. Аппетитно? Захотелось? В книге более 70 рецептов. Очень много рассказов о специалитетах. Мы ездили по всему Татарстану со съемочной группой, с киносъемочной группой. Снимали что-то там, что-то снимали вот здесь. Ко мне приезжали вот сюда, вот прям сюда ко мне приезжала, там знаменитая татарская кулинар, которую зовут Резида Хусаинова. К нам приходили профессионалы, к нам приходили любители. Мы ездили по районам, бывали в селах, бывали в домах у сельских жителей Татарстана, которые готовили для нас вот эти замечательные блюда. В Татарстане очень многое готовят в печах. Точно так же, как вот в русской кухне. Абсолютно уверен, что эта книга понравится любому человеку, кому ее подарят. И эта книга станет украшением вашей домашней коллекции кулинарных книг. Она огромная по размерам, здесь 440 страниц. Бумагу мы выбрали самую лучшую, которую только возможно было вообще приобрести.
Поторопитесь с заказами, дорогие друзья. Скоро новогодние праздники, да и дни рождения не кончаются. Да и вот подарок просто хорошему, дорогому человеку, такая книга, мне кажется, это хорошая идея. Успехов и приятного вам аппетита! Видите? Видите форму для запекания? Вот она мне сейчас понадобится. Неважно, готово ли все там до самого конца или нет, абсолютно неважно. Смазываем форму для запекания вкусным топленым маслом. Ну, можно, конечно, обойтись и без масла, если кто жира боится. Но с маслом вкуснее, а с жиром полезнее, потому что у нас есть еще лаваш. Лаваш, нарезанный квадратиками. Как мне приятно разговаривать с умными людьми. Вы же догадываетесь, что я сейчас буду делать, правда, да? Значит, смотрите, это, в принципе, можно было бы съесть и вот так, завернув каждый хан-кебаб в кусочек лаваша. Но, смотрите, как сок из него течет. Что если мы завернем для едоков сами, а после этого уложим каждое получившееся изделие вот сюда, в формочку? А? Разве это будет плохо? Вот так. Прямо в лаваш и заворачиваем конвертиком. Слишком много хлеба не надо. Кому надо, пускай возьмут еще. Потому что по моим планам в печи все это должно превратиться в одно цельное изделие. Как раз умещается в форму. Вот как получается у хороших, невредных людей. Знаете, вот этот сок, что здесь накапал, я не хочу его оставлять. Я этим соком полью лаваш сверху, а? И мало того, смажу рулетики маслом сверху, чтобы они зарумянились, чтобы превратились в нечто хрустящее, очень ароматное и такое вкусное. Все? А где моя большая кочерга? Видите, сколько инструментов требуется на хорошей кухне. Расправляем уголь, оставляем место для формы. От угольков до формы с едой должно быть сантиметров 10-15. Тогда не пригорит. Если будете делать то же самое в духовке, разогрейте ее градусов на 180-190. Этого достаточно. А запекать надо до тех пор, пока лаваш не зарумянится. Прикрываем дверцу. И надо подождать. Подождать, я думаю, минут 15 минимум. Ох, как пахнет! Ох, как пахнет! Надо же, как пахнет! Достаем! Вы только полюбуйтесь! Вы только полюбуйтесь на эту красоту! Ну, как тебе такое, гамбургер? Назовите это как хотите. Можете назвать это пирожками с ливером по-азербайджански. Но я бы хотел попросить вас, если будете готовить такое блюдо, назовите его вот как: хан-киши кебаб. Хан – это хан, а киши – это мужчина, человек. Приятного вам аппетита!